Всем привет! Сегодня четвертый день моего Евротура. Сегодня играет Италия-Испания, матч в Гельзенкирхене. Это час-два от Кёльна, место, где я сейчас нахожусь. У меня нет билета на этот матч, но мне хотелось бы на него попасть. У перекупщиков сейчас он стоит порядка 250 евро. Ну, в принципе, морально, наверное, я готов за него отдать 250, но я все еще тешу себя надеждой, что, может, мне удастся там с рук найти у кого-то дешевле. Не знаю, это хорошо или нет, может, надо было уже купить, но, в общем, буду пробовать. Хотелось бы на матч попасть, но, понимаю, если не попаду, то, ну, в принципе, тоже терпимо. Мои 8 гигабайт, которые я изначально взял в этом телекоме пару дней назад, за 15 евро закончились. Я первым делом зашел докупить, они мне за 15 евро продали еще 14 и плюс, говорят, еще 11 в подарок. В общем, помог мне их консультант. Кстати, похоже, это был парень, который ощущает себя как девушка. Хочу добраться до центрального вокзала, оттуда уже буду ехать в Гельзенкирхен. Вот на такой электричечке за пару минут доеду до центрального. Поезд пока придется подождать. Вот тут Кёльнский собор прямо возле центрального вокзала. Парень рисует флажки, и люди кидают монетки на свои страны, как я понимаю. Вот он хитер. Понимал, что сегодня много шотландцев, много швейцарцев. Ну и, конечно, этот флаг, я понимаю, у него сейчас постоянно пользуется популярностью. Кёльнский собор был построен в 1880 году, и на тот момент он был самым высоким зданием в мире. Представляете, это вам Бурдж-Халифа какой-то. Но высота и сейчас впечатляет. И сейчас тоже, по-моему, это один из самых высоких соборов в мире. Ну и тут тоже, видите, эти флажки. Другое место. Популярная у них тут тема. Конечно же, он впечатляет внутри своей высотой, своими витражами, фигурами. Я много соборов видел. Представляете, сколько времени и сил было потрачено на создание всех этих витражей. Смотрите, делать маленькую кропотливую работу. Смотрится красиво. Это все сюжеты разные. Судя по тому, какие витражи везде, плохо видно на камере, но там сюжеты, это напротив. А тут, если развернуться, просто пиксельный витраж, просто набор квадратиков. Я подозреваю, что тот был создан во время основания собора и кропотливо создавался мастерами. А с этим, видимо, что-то случилось, и это уже, видимо, какие-то современные мастера сделали все, что могли. Эти витражные картины реально впечатляют. Я был в большом количестве соборов, но вот так вот круто по витражам вот этот выделился. Так, я жду поезд до Гельзенкирхена. Платформа полна итальянцами и испанцами. Скажу, что я психанул. Я купил билет у перекупов за 200 евро. 150 типа номинала, еще 50 комиссия сайта Live Football Ticket. Ну, я прошелся мимо ребят, поспрашивал, есть ли билет. Ну, как-то я неловко себя чувствую, когда я это делаю. Ну, 200 евро не так много за этот билет. Матч хороший, Испания, Италия. Тем более у меня особое отношение к Италии, как вы знаете. Так что, в принципе, цена нормальная. Я только волнуюсь, придет ли он. Потому что всегда связываться с этими перекупщиками, это дело не очень хорошее. Уже затребовали у меня этот сайт подтверждения карты, там, подтверждение моего ID. Чуть-чуть волнуюсь, но вроде это хорошее действие. Потому что вот вчера, например, на шотландцев, ну, ниже 500 перекупщиков, по-моему, не было. Ну, или там 308, да, 500 получалось. А тут как бы за 200 евро, потому что спрос не такой большой, как люди ожидали на этот матч. Я уже сижу в поезде до Гельзенкирхена, и билет уже у меня в приложении. Чуть позже расскажу, как все это было. И вообще подробнее про билеты на евро. Я на вокзале Гельзенкирхена. Ну так, приезжало немножечко фанатов. Пока он не переполнен. Но, видимо, там что-то, что везет на стадион. Площадка перед вокзалом Гельзенкирхена. Эти парни стоят, смотрят футбол на экране кафе. Вот
Такой вот вокзал в Гельзенкирхене. Фонтанчики, понятно, тут куча кебабных на привокзальных. Ну, кстати, все достаточно неплохо выглядят. Вот тут тоже смотрят футбол. Вход в туалет стоит 1 евро, но предприимчивые фанаты только что открыли пожарный выход. И просто толпа вся обломилась. О, ну вот. Но тут был бесконечный вход, а сейчас вот люди что-то тормозят. Сориентировался. Быстро как бы организовывается. Явно сегодня касса этого заведения не доберет. Так, до матча по 2 часов решил, что лучше поем китайцев в торговом центре возле вокзала, чем на стадионах. Такая лапша 7,90 креветочками. А вот это то, чего мне не хватает в Италии. Вот таких маленьких соков. Помните, у нас раньше тоже такие продавались? 200 грамм. Потому что в Италии не продается меньше полулитра. А тут вот в таком табачном магазине вот это стоит евро. Понятно, можно было бутылку воды взять, но я не хочу пол-литра пить, я хочу выпить 200 грамм. Я все-таки перед футболом. Трамвайчик докатил меня до стадиона, тут уже встречают. В общем, трансфер до стадиона вполне комфортный и удобный. Я уже перед стадионом Шальке, Вентлис-Арена. Это Вентлис-Арена, построена в 2001 году, вмещает 62 тысячи зрителей. Вообще, это домашний стадион клуба Шальке. Шальке когда-то был великим клубом, один из самых титулованных клубов Германии. Но сейчас у него спад, и Шальке вообще играет в серии Б. Но раньше этот клуб регулярно был в Лиге Чемпионов, а этот стадион принимал даже финал Лиги Чемпионов. Он трансформируется, превращается в хоккейное поле, газон выезжает для лучшего прогрева. В общем, стадион крутой, стадион технологичный. Сегодня тут Италия, Испания. Вот семья проехала 16 тысяч километров из Австралии для того, чтобы увидеть сборную Италии. Потратили больше 10 тысяч долларов на эту поездку. Чувствуется, как стадион сделан удобно. Вот для людей есть навигация. Сразу понятно, где какой вход, куда идти. Что я хотел сказать, что это потому что стадион новый, но потом вспомнил, что это, например, Ювентус, который новый, новее, причем конкретно новее, чем этот. А там ничего не понятно. В общем, надо уметь делать для людей. В разных стадионах проверяют абсолютно по-разному. Может, от стюарта зависит или что, но где-то просто ты заходишь, тебя практически не смотрят, а тут вот прям эти людей так плотненько, по штанишкам, по всему. На матче присутствуют в том числе шотландцы, хотя они сегодня не играют. Вот такая вот зона перед стадионом. Там можно купить атрибутику, где-то до этого были какие-то бары. Тут можно купить какие-то рогалики. Вот в таком формате вам наливают колу. В общем, все тут работает. Ну и симпатично вот так вот смотрится в таком стеклянном исполнении. Вот эта штука называется Кассе Брецел. Видите, рогалики. Я думаю, что после матча, может, надо будет такое отведать. Ну, не знаю, как по мне выглядит супер аппетитно. Но чисто традиции ради. 5,56 такие рогалики. У меня, может, какие-то привилегированные места, потому что стоят люди, которые контролируют, обычно не контролируют. Вот тут все так цивильненько выглядит. Ну да. Навигация. Это места явно привилегированные. Я понимаю, что на Лигу Чемпионов здесь места стоят больных денег. Ну, нормально. Буду сегодня смотреть матч с вип-ложи. Такие они вип-ложи на стадионе Шальке. Вот как стадион выглядит внутри. У него есть крыша. И тут проходит не только футбол, тут самый посещаемый в мире матч по хоккею был. Они трансформировали футбольное поле в хоккейное, добавили еще вокруг мест, и это стал мировой рекорд хоккейного матча. Ну, вот так выглядят вип-места на арене Шальке. Позже, наверное, расскажу, как я на них попал.
Про футбол сейчас в перерыве не очень хочется рассказывать, я все еще впечатлен местами, потому что я посмотрел, у перекупщиков эти места сегодня стоили 4360 евро. Ну, понятно, я их не брал за такие деньги, но вот, в принципе, кто-то сидит тут за 4300. Удобно, что есть, смотрите, такой крутой дисплей на все 4 стороны. Я тоже могу смотреть моменты. Да, сборная Италии сегодня проиграла. Да, у сборной Италии проблема в нападении. У них нет звездного нападающего в этом поколении. Но, вы знаете, без проигрышей люди не ценят победы. Поэтому, когда люди знают, что бывают и проигрыши, победы ценятся еще больше. Ну и главное, чтобы больше выигрывали, чем проигрывали. А у многих все еще впереди. Знаете, я вот только уже сидя тут задумался об этом, что в детстве у меня была футболка сборной Италии, и я мечтал ходить на матчи сборной Италии, на Евро, на топовые матчи. И вот я вырос, я сижу на топовом матче сборной Италии на Евро против Испании. Ну, еще и вип-ложа. Ну, понятно, что про вип-ложу это такое, я об этом в детстве не мечтал, но хотя было бы неплохо. И она сегодня не вип-ложа на самом деле, а просто Prime Seats. Но стадион крутой. Випы, которые проданы как випы, у них там личный официант, их там кормят после матча. Повар, все как положено. Там, видите, народ еще отдыхает. Вот так вот выглядит вип. Телек там. Тут стоит официант, всем наливает. Столы с едой обычно накрыты. Видите, тут к вип-местам даже экскаватор есть, чтобы люди, которые едут на вип-места, по дороге не успели устать. Но про билеты на Евро можно писать отдельную научную работу, и может после конца турнира я сделаю отдельное видео конкретно по билетам и историям про них, но как я попал конкретно на этот матч. Заранее у меня сейчас не куплено ни одного билета. Все билеты давно выкуплены перекупщиками. И, ну, на этот понятно, потому что это матч уровня финала по названиям. И перекупщики держат цены, то есть они покупают дешево, продают дороже, ну, это известный факт. У меня, например, товарищ купил на этот матч за 300 или 400 евро у перекупщиков билет заранее. Но я не очень люблю ходить по 300, по 400 евро на матчи, поэтому я надеялся, может, мне удастся выловить что-то подешевле. И до последнего не брал билет. Я даже сделал табличку, типа, куплю билет. Я думал, что, может, там кто-то будет сдавать билет или что-то такое. Потому что, в принципе, до начала билеты на матч выходили под 300 евро. Ну, точнее, еще до сегодня. Но спрос на матч был слишком переоценен перекупщиками, как бы про это тоже можно писать отдельную научную работу, почему на тот или иной матч спрос выше, спрос ниже, потому что на шотландцев вчерашних, Шотландия, Швейцария, ну, вроде вывеска не громная, но у перекупщиков билеты были от 500 евро. А тут я уже видел, что идет тенденция на снижение, что им не удается распродать все, что они выкупили. И я занял выжидательную позицию. Я постоянно лазил по сайтам перекупщиков и ждал, пока цены упадут. И я увидел, что билетов много, что цены потихоньку падают. И в какой-то момент, это как на бирже, вот тут вот это все скачут, эти билеты. И в какой-то момент я увидел, что билет продается за 160 евро, ну и плюс комиссии сайтов перекупщиков. То есть перекупщики накручивают на билетах обычно. Они этим занимаются, и они там берут билет за 30 евро, продают за 300, а потом еще к этим 300 сайт перекупщиков, ну, платформа, добавляет еще процентов 30, и билет, который перекупщик купленный за 30, перекупщик продает за 300, ты покупаешь за 400. Но я увидел, что был билет за 150,
который стоил мне 200, что для такого матча адекватно. И я, честно говоря, я за 300, наверное, зашел бы. Просто, ну, я вот, знаете, вот это, а вдруг получится подешевле. Нет, я за 300 бы, наверное, пошел, но я выловил его такие вот так вот, 150 плюс 50 за 200. И когда он мне пришел, я увидел, что его номинал 150, а мне его продали за 158, ну, плюс комиссии. То есть какой-то перекупщик испугался и уже за, там, по-моему, 3-4 часа до матча, я не помню, сколько это было, он продал его по номиналу, просто чтобы он не остался у него на руках, чтобы он не понес убытки. Но дальше история, то есть номинал за 150, УЕФА тоже мутит с билетами. Они берут вот эти, у них есть VIP-места, они стоят, по-моему, от 1000. Там кормят, поят, и они вообще, у них странная система вброса этих билетов, но они пытаются создать искусственный ажиотаж, и они вначале пытались продать эти места по 1000 с кайтингом, с питанием, как VIP, у них их не выкупили, и они опустили категорию, и у них есть такая вещь, как Prime Seat, они, по-моему, по 400 евро, и как этот Prime Seat их, видимо, тоже не выкупили, и они вот так вот потихоньку опускали категорию и опустили их до категории за 150 евро, и какой-то перекупщик их выкупил за 150 евро, и потом продал мне, не понимая, что это то, что когда-то было VIP-ом, то, что места, по сути, Prime категории, просто вот так вот рандомно оказались за 150. И, ну, есть такие истории. У меня товарищ недавно купил билет за 30 евро, ну, в категории номиналом 30 евро, но по факту это был билет за 400 евро, то есть Prime места, ну, или, может, за 200, но не за 300. И он сидел рядом с другими людьми, которые покупали этот же билет там за 200 или 400, ну, я точно цены не помню, но, а он купил его за 300 и номиналом за 300. То есть тут, ну, большие мутки с этими билетами у УЕФА. И вот такие бывают истории. И в итоге, видите, я сегодня за 200 евро оказался в VIP-боксе, который, в принципе, мог стоить и 1000. Но это опыт покупки билетов. Я как на бирже поймал прям оптимальный момент для покупки. И взял за 200. Билет, который стоил 150, ну, то есть его цена минимум 150. Ну, то есть такое взять за 200, это прям очень классно. Я попал, но тут надо уметь. Вот настоящие наряды настоящих фанатов сборной Испании. Вы помните Артура, фаната Интера, который был у меня в моем самом первом выпуске на Ютубе в Милане? Мы с ним встретились в Гельзенкирхене, и он
снова в форме Интера, и понятно, что он сегодня был за сборную Италии. И он, да, ты в футболке сборной Италии. Она, как всегда, проиграла. Ну, бывает, Я да. еще и с шарфом. Вот такие у нас встречи. Приятные. Форца Интер. Сборная Италии — это Интер на минималках. Но мы все равно поддерживаем эту замечательную команду. И будем ее поддерживать и дальше вместе с Мишей. Вот так вот симпатично Вентилес Арена выглядит вечерком. Вот уже многие разъехались. Ну, знаете, я люблю закрывать стадионы. Ну, разъезжаемся со стадиона, вот тут всем помогают, всех направляют. Но очереди на посадку большие. Ну, это нормально после такого матча. Трамвая после матча тоже всегда интересно. Мы сидеть рассматривать, где был этот фанат сборной Испании. Он был на чемпионате мира в России. И у него там украинские значки, все что угодно. А вот тут Роберто Баджо стоит. Очень интересные люди в трамвае. Ну, станция трамваев на вокзале такая симпатичная. Это не метро, я думаю, что это трамваи, потому что они в основном ездят над землей, а тут они просто спускаются под вокзалом, чтобы лучше было, наверное, сообщение. Ну и вот такие вот у них симпатичные трамвайщики. Вот Парма в этом году в серии А. Судя по спонсору Пармалат, футболка очень удобная. Сбор итальянского Парма, Самдория. Тоже старая форма Самдории. Вот такой у меня фалафель Таще. Таще — это, видимо, в булке. Я раньше прямиком из Каппадокии за 7 с чем-то евро. Отлично провел время с Артуром, но мы постоянно, когда встречаемся, причем мы встречаемся в разных странах, на разных матчах, разных стадионах, отлично проводим время, и это все благодаря Инстаграму, интернету и футболу. Так что каждый раз, когда я активно веду соцсети, я понимаю, что я делаю это не зря, потому что это может принести интересных людей и общение в мою жизнь. Spain 1, Italy 0. Thank you so much. We are in Düsseldorf, here in the left. Good night. Thank you very much. Viva España. Это вот такие вот машинисты в немецких поездах. Он всю дорогу шутит, поет. Нормальненько. Я приехал в Дюссельдорф, и у меня тут Left side. через 12 часов уже матч. И можно было бы остаться и тут, но я поеду дальше поспать в Кёльн, а потом приеду в Дюссельдорф.